Приветствую вас, зрители моего канала. Автобус СПАС-672, пожалуй, так же знаменит, как и Икарус с Лиазом. Наверное, не было такого города, где этот автобус не перевозил людей. И появился он в 1967 году и выпускался он до 1989 года. И предназначался он в первую очередь для районных пригородных маршрутов с малым пассажиропотоком. Хотя и использовался в некоторых городах в качестве маршруток, автобусов для перевозки работников и катафалков. Особенно он запомнился всем нам по верхним изогнутым окнам и небольшому люку сзади автобуса. Но для чего этот люк? Ведь на других моделях автобусов его нет. И почему у него такие верхние окна? И чтобы разобраться в этом, нужно прежде всего знать, что он является транспортным средством двойного предназначения. Прежде всего он автобус, но на случай войны или чрезвычайных ситуаций его можно легко превратить в автобус для перевозки личного состава или носилок с ранеными. Благо есть люк, который устроен таким образом, что сквозь него свободно проходят носилки, а задние сиденья можно без проблем демонтировать. И это связано с требованием гражданской обороны, предусматривающей, что среди отечественных автобусов должна быть хотя бы одна модель с двойным назначением – гражданская и военная. Автобус СПАС, как никто другой, для этой роли подходил. Это был небольшой и маневренный автобус. Этот люк мог дополнительно быть бронирован в военных версиях для защиты от пуль и осколков. Вот именно по этой причине был выбран именно люк, а не дверь. Наличие подобного люка также позволяет задействовать этот автобус в качестве катафалка. Вот и весь секрет этого люка. Что же касается изогнутых верхних окон, то существует несколько версий их происхождения. Первая версия говорит, что окна эти были сделаны для дополнительного естественного освещения салона. Плюс они увеличили обзор пассажирам. Такие же окна были и в других автобусных моделях, которые предназначались для туристических междугородных поездок. А чтобы солнце не слепило пассажиров и не причиняло дискомфорт, то эти окна покрывались защитной пленкой. Вторая версия гласит, что моду на верхние окна принесли венгерские Икарусы 55 и чехословацкая Шкода. И третья маловероятная версия говорит, что эти окна, если автобус армейский, нужны для наблюдения не только по сторонам, но и за происходящим сверху. Но просуществовали эти окна недолго. Следующая модель ПАЗа 32053 лишилась этих окон, но остался в наличии задний люк. Ну и от него тоже потом отказались. И новые модели ПАЗа 4230, которые стали появляться на улицах городов, уже не имеют заднего люка. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю всего хорошего, до новых встреч!